А сейчас поставьте видео на паузу и заучите эти правила. Цвета, которые чаще всего приходится корректировать, и корректоры к ним. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Спасибо, что приобрели этот закрытый курс о колористике. Разберемся с определениями. Это скучно, но важно. О цвете. Хроматические цвета – это все цвета, имеющие цветной оттенок. А хроматические цвета – это все цвета черно-белого диапазона. Первичные цвета – это исходники всех остальных цветов. Из них состоят все цвета хроматической палитры. Вот просто огромное все это множество – это вот они. Это как Адам и Ева у людей, только предки всех цветов – это красный, желтый и синий. Вторичные цвета – это смесь двух из трех первичных. Я покажу вам это на палитре. Первичные цвета у нас, я сначала тоже тут их отмечу, чтобы было видно и понятно, чтобы вы помнили про родителей всех. Первичные цвета. Вот если соединить красный и желтый, то у нас получится оранжевый цвет. Степень его яркости регулируется наличием большего количества красного или желтого, то есть это уже об оттенках. Фиолетовый, допустим, это красный и синий. И зеленый – это синий и желтый. То же самое. Кстати, о яркости. Яркость цвета – это наличие в нем, вот он чистый или в нем есть примеси. Или, допустим, если зеленый цвет брать, то он состоит у нас из синего и желтого, как вы поняли. И чем больше синего в нем, тем он более становится таким аквамарин, бирюзовый. Чем в нем больше зеленого, тем он больше уходит прям вот просто в чисто зеленый. У любого цвета есть характеристики. Первое и важное – это яркость. Яркость – это степень чистоты цвета, то есть количество примесей в нем других цветов. Цветовой тон. Необходимо вообще различать понятия тон и подтон. Тон – это основной цвет, а подтон – это примесь другого цвета к основному. За счет разности подтонов и образуются в общем и целом разные оттенки одного и того же цвета. Например, желтый-зеленый. Основной тон – это зеленый, подтон – это желтый. Еще одна очень важная характеристика – это температура. Цвет, как вы знаете, может быть не знаете, цвет может быть холодным, это когда в нем больше синего, когда он на палитре приближен к синему диапазону, или теплым, когда он ближе к красному. Цвета могут иметь разную температуру, даже относительно друг друга, то есть синий может быть более холодным и, как ни странно звучит, более теплым, если в нем немножко зеленцы. И один и тот же цвет может быть теплым, если сравнить его с более холодными цветами, или холодным, если сравнивать его с более теплыми цветами. Общее правило: чем больше красного и желтого, тем теплее, чем больше синего, тем холоднее. Один и тот же пигмент или цвет на фоне более теплого оттенка будет казаться более холодным, а на фоне более холодного – более теплым. Посмотрите на этот цвет и на этот же цвет на фоне синего. Вы видите разницу? Еще одна важная характеристика – это контрастность, вот в татуаже особенно. В нашем случае это плотность укладки пигмента в кожу. Как получить коричневый цвет? Коричневый мы можем получить, смешав между собой в равных пропорциях желтый, красный и синий. Я сейчас тоже это покажу. Желтый, красный, синий. Получается простой коричневый такой цвет. Степень его яркости тоже регулируется прям вот количеством. Акварель краска очень прозрачная, поэтому тут цвета такие прозрачные. И второй вариант коричневого – это просто черный,
в который мы добавляем красный и желтый. Чем больше красного и желтого, тем более светлый, теплый получается цвет, чем меньше в нем черного. И в общем и целом они похожи, даже этот может теплее выглядеть. И, кстати, для тех, кто задумывается о создании своих миксов, на деле там в миксах работает тот же самый принцип. То есть вы можете их создавать, пробуя, смешивая краски, подбирая вот такие максимально похожие на те, которым я сейчас рисую в татуировочных миксах. Есть миксы коричневого на основе черного. Примерно получается 1 капля, допустим, черного, 2 или 3 красного и 2 или 3 желтого. Оттенки эти вы выбираете сами, просто покупая кучу красок разных. И коричневых готовых очень много, уже в принципе их мешать самостоятельно не всегда есть даже смысл. Оттенки коричневого можно получить, меняя количество ингредиентов. Например, чтобы получить русый, нужно больше желтого, а чтобы получить каштановый, больше просто красного. Коричневый мы создали вот путем смешивания обычных цветов, но это коричневый такой достаточно нейтральный. Если мне нужен коричневый яркий, то получается мне нужно просто больше частей красного и синего, чтобы у меня присутствовало в моем коричневом цвете. Он становится такой более темный, но это немножко ближе, приближает этот темный цвет к опасному. Там присутствует много синего, и тут надо быть осторожными, когда вы мешаете миксы самостоятельно. Но он каштановый, видите, у него красная основа, и регулировать насыщенность вы можете, там, допустим, плотностью прокраса самого, вот именно внесением в кожу количества пигмента. А русые — это значит цвет, в котором много желтого. То есть я просто даже в этот цвет я могу добавить желтого прям побольше, и он становится таким более безопасным. Вот он такой, желтенькая основа у него получается. В принципе, на русых клиентах вот таким цветом можно работать практически на всех, тоже регулировать насыщенность плотностью просто прокраса. Я к тому, чтобы вы понимали, есть клиенты, блок большой клиентов русых, и на них вы работаете оттенками вот русого, холодного, теплого, и яркость регулируете. И большой блок клиентов каштановых условно, то есть это такие, как я, и темнее, и чуть-чуть светлее. Вот на этих клиентах вы работаете с пигментами с красной основы. То же самое с черным цветом, с миксом из черного цвета, и поиграйте, порегулируйте насыщенность его. То есть если сделать более его контрастным, вот сначала я сделаю его насыщенным темным. Это основа для темных, для каштановых клиентов. И как только я добавлю туда больше в 2 раза желтого, он станет снова таким достаточно безопасным и приобретет оттенок вот этот русый. То есть вот регулируя количество красного и желтого, вы будете получать цвет коричневый для брюнеток и цвет коричневый более светлый, такой уходящий в русый, для блондинок. В колористике работает закон арифметики и уравнений, но работает все только на сложение. Мы же не можем вычесть там какой-то цвет из уже смешанных красок. Например, коричневый — это желтый, красный и синий, а синий — это коричневый минус желтый и минус красный. Если бы у вас был особый насос, откачивающий из микса только эти цвета, вы могли бы использовать это уравнение. Но на практике это невозможно. И мы можем только добавлять цвета, которые у нас есть исходники. Применяя математику, мы видим, что коричневый можно получить и при помощи вторичных цветов. Например, коричневый — это оранжевый, красный плюс желтый, помните? Фиолетовый, красный плюс синий, и зеленый — это синий плюс желтый. У нас получается простое уравнение. Коричневый — это 2 красных, 2 синих и 2 желтых. А теперь начинается магия. Мы можем превратить любой из вторичных цветов в коричневый. Фиолетовый, красный плюс синий, становится коричневый, если к нему добавить желтый. Фиолетовый состоит из красного и синего, помните? Зеленый, это желтый плюс синий, становится коричневым, если добавить в него красный. Оранжевый, это желтый плюс красный, становится коричневым, если добавить в него синий. Наверное, вы думаете, как было бы здорово, если бы не надо было помнить эти дурацкие правила. Помните эти правила не обязательно, если у вас есть калькулятор для определения цветов корректоров, вводящих в коричневый. Это простой цветовой круг Иттена.
Только пользоваться им в точности, прям вот выбирая цвета, противоположные друг другу для корректировки основного, не получится. Потому что в нашем случае все цвета искажаются цветом и толщиной кожи. Допустим, в цветовом круге Итана напротив красных оттенков лежат прям синие. С синим вы работать не можете. Мы чаще всего работаем зелеными оттенками. А зеленый, как вы помните, это синий плюс желтый. То есть всегда чуть-чуть теплее цвета, которые вы используете. Как это, в принципе, применимо к татуажу, зная эти простые правила, вы теперь можете корректировать трэш на бровях, выводя его из фиолетового, красного, оранжевого или зеленого. Итак, к вам пришла клиентка с розовыми или фиолетовыми бровями, или синими. Можно ли исправить цвет? Всего есть 3 способа. Это корректоры, то есть это недостающие цвета, которыми мы можем изменить основной. Это лазер, это аппарат для удаления пигмента из кожи. Сложный, долгий процесс, до полугода занимает, а то и больше иной раз. Это ремуверы, это жидкости, которые вносятся в кожу и после заживления вытягивают часть пигмента из нее. О корректорах. Напомню, что это цвета, добавляя которые к исходнику, мы получаем в итоге коричневый. В каких случаях мы работаем корректорами? Если есть противопоказания к лазеру, если лазер не реагирует на пигмент, как, например, это бывает с зеленым цветом или с телесным, цветами, приближенным к телесным. Если ремувер не помог или есть к нему противопоказания. Если форма проходит по критериям качества, она прям хорошая, но не нравится цвет. И запомните, если в бровях несколько цветов, вам нужно будет работать несколькими корректорами. А сейчас поставьте видео на паузу и заучите эти правила. Цвета, которые чаще всего приходится корректировать, и корректоры к ним. В зависимости от того, какой цвет волос у клиентки, кстати, это очень важно. Мы можем превратить любой из вторичных цветов в коричневый. Например, я беру фиолетовый. Фиолетовый цвет, который все боятся, и с таким цветом приходят на коррекцию, к вам приходят клиенты иногда с какими-то непонятными такими цветами на бровях, и вы вынуждены с ними работать. Как его изменить? Сейчас синего чуть-чуть побольше добавлю. То есть фиолетовый. Фиолетовый, как вы помните, это красный плюс синий. Я сейчас вам это показала, смешивая. В него вы добавляете желтый, и он становится, смотрите, какое волшебство, он становится коричневым. Прям красивым коричневым цветом. Причем даже, можно сказать, уходящим в русый. То есть вы можете фиолетовые брови даже на клиентке светлой привести к такому съедобному русому цвету. Помните только правило не работать корректором по чистой коже. Вы должны работать только по цвету, который корректируете. Я встречала брови зеленые. Зелеными они иногда становятся после лазера. Степень зелени бывает разная. Бывает желто-зеленый, бывает прям изумрудно-зеленый. Смотрите на цвет и тоже работаете только по нему. Единственное, если удаляли лазером эти брови, скорее всего, они неправильной формы. И подумайте 10 раз, прежде чем вы будете корректировать зеленые брови неправильной формы, потому что вы еще зафиксируете больше этот цвет. В зеленый цвет нам нужно просто добавить красный. Смотрите, вот оно произошло тоже волшебство, и зеленый стал коричневым. В зависимости от количество красного цвета, я взяла немножко больше, он стал даже как для шатенов цветом. Если вы делаете корректировку зеленых бровей, то вы должны на первом проходе пройти красным цветом, посмотреть, как изменился, и вторым проходом усилить примерно в 2 раза, чтобы понимать, что после заживления останется хотя бы какая-то часть этого цвета.
Имейте в виду. Оранжевые брови. После перманентных пигментов приходит большое количество оранжевых бровей разной яркости. И вам придется с ними работать обязательно. Оранжевый цвет довольно легко корректируется. Напротив красно-оранжевых цветов в круге Итона на самом деле холодные, бирюзовые, синие какие-то оттенки. Такими цветами, конечно, корректорами мы работать не будем. Все корректоры, которые работают в коже на изменения в коричневый цвет, это зеленый. То есть это такой армейский зеленый, грязный зеленый, армгрин, допустим, он называется часто. Он скорее коричнево-зеленый. Это цвет, который поможет вам увести в брюнет. Для брюнеток в коричневый цвет, в темный. И вот я тут взяла сейчас зеленый, поправлю, изменю. То есть вот получается такой у меня русый здесь цвет, потому что не очень насыщенный, красный был. Если его взять более ярким. Но такие брови яркие, конечно, я, может быть, пару раз встречала, настолько насыщенные, яркие. То это должен быть такой коричнево реально зеленый цвет. И получается у нас коричневый цвет такой ближе к цветам, которые нужны для брюнеток. А если вы возьмете оливковый цвет, это такой желто-зеленый, то вы уведете оранжевый цвет в цвет более светлый для русых клиенток, потому что вам на исходе после заживления нужны чаще всего, ну, естественно, разные оттенки, не просто коричневый. Он может быть и темный, и светлый, и не все цвета возможно вывести в светлый цвет для блондинок, конечно. Самый неприятный цвет корректировки – это такой холодный розовый. И он приходит довольно часто, и его сложно корректировать. Вот в этом розовом у нас красный и немножко синего на самом деле. Вы понимаете, да, розовый из чего состоит? То есть это как бы недофиолетовый, поэтому мы берем цвет. Я, смотрите, волью по частям. Я возьму цвет желтый и тоже немножко зеленого. То есть желто-зеленый цвет позволит вам увести вот эти розовые брови в такой русый оттенок, который уже вам легко будет перекрыть на коррекции в любой цвет. Единственное, не увлекайтесь зеленого, то есть основа прям желтого, должно быть много желтого в этом миксе, чтобы у вас получился безопасное сочетание вот этих цветов. То есть желтый, вот такой. Там 3 части, допустим, желтого и 1 часть зеленого. И у вас получается более-менее безопасный цвет, потому что мы нейтрализовали вот эту холодную синюю основу. Он становится теплым русым. Очень опасный цвет, и всегда я такие цвета стараюсь изменить сначала лазером, потому что это проще всего и самое экологичное действие по отношению к клиенту. И только потом уже, когда что-то невозможно, противопоказания, я меняю цвета корректорами. Вот у нас получились разные оттенки коричневого, которые мы исправили. Во многих линейках пигментов есть цвета-корректоры. И многие мастера спрашивают, вот смотрите, вот цвет, вот, а мне нужно в него добавлять корректор. То же самое касается и миксов татуировочных пигментов. Допустим, в наши пигменты вообще не нужно добавлять корректор, если вы работаете уверенно на правильной глубине, не нарушаете правила. Цвета полностью самостоятельные. Вы просто должны насыщенность регулировать степенью плотности укладки пигмента в кожу. Корректор вы добавляете только в случае, если вы видите очень, допустим, холодную, тонкую кожу, и вы понимаете, что ваша техника хромает, и вы можете заглубиться, и вот прям заранее вы страхуетесь, допустим. Но и вообще корректорами пользуются, когда уже какая-то ошибка совершена, ее надо вам исправить. Поэтому, допустим, в наши миксы я не рекомендую их миксовать между собой прям активно и добавлять корректоры заранее, потому что они не нужны. При правильной работе они, в принципе, не нужны. Корректор – это цвет, который меняет пигмент. И, допустим, если вы добавите какой-то красно-коричневый корректор в свой пигмент, ваши брови просто могут зажить красными, потому что он там не нужен, опять повторюсь. Поэтому с корректорами осторожней, не надо ими пользоваться. Некоторые мастера воспринимают корректоры как какую-то волшебную палочку. Они думают, что вот я сейчас возьму, нагребу этих красных корректоров и буду добавлять их во все пигменты, и
и они не будут у меня никогда синеть, становиться холодными и так далее. Не стоит этого делать, потому что вот я вам сейчас показала определенное количество ингредиентов в коричневом цвете, и если будет преобладать желтый, допустим, то ваши брови заживут более светлыми, просто, ну, не страшно, да, более светлыми, недостаточно яркости будет. А если будет слишком много красного, то к вам клиент может прийти с такими пластилиново-красными бровями, которые ему вообще совсем не нужны. Вот тогда уже на процедуре коррекции вам придется добавлять цвет-корректор, чтобы вывести из этого цвета. Поэтому работайте максимально чистыми цветами, чтобы вы прям понимали, видели, отслеживали через месяц, как они заживут. И только потом уже осознанно, понимая в тот или иной цвет, в той или иной коже, вам надо сразу там немножко, может быть, крайне редко подтеплить. Но не делайте это вот так вот просто на всех клиентах. Мы обязательно разработаем и опубликуем подробный видеокурс с пошаговыми инструкциями о работе с корректорами. Работа с корректорами вообще требует навыков серьезных. С первого раза у вас может не получиться. Поэтому тренируйтесь, смешивая цвета на палитре для начала, чтобы прям точно понимать принцип. А сейчас небольшой тест. У вас есть 10 секунд, чтобы ответить на каждый из вопросов. Если к вам пришел клиент с фиолетовыми бровями, по теории колористики его можно превратить в коричневый, сделав татуаж особым пигментом-корректором. Какой цвет пигмента-корректора вы выберете? It's alright to tell me what you think about me. I won't try to argue. Если к вам пришел клиент с розовыми бровями, какой цвет корректора вы выберете? You're leaving, you must have your reasons. The season is calling, the pictures they're falling down. It happened once again. Turn into a friend, someone who understands and sees through the mess. Клиент пришел с зелеными бровями, такое тоже бывает. Какой цвет пигмента корректора вам нужно выбрать? Если вы ответили неправильно, вот сейчас на скорость, когда было, хотя бы на один из этих вопросов, пересмотрите это видео еще раз с самого начала, пока вы не поймете, как формируются цвета. Ответили правильно, вы постигли треть колористики. Поздравляю вас! Казалось бы, все, урок можно завершать, но это не так. Просто кожа человеческая – это не бумага, не все так просто. У нее тоже есть свой цвет и оттенок. Более того, этих цветов и оттенков невообразимое просто множество. И даже у одного человека на лице, как вы замечали, много тоже оттенков кожи. Вот в каждом участке лица совершенно разные цвета. Я делю клиентов на прям очевидных мне. Это прям теплый очень и холодный тип. А всех остальных, вот где я просто мучаюсь, затрудняюсь с определением, я отношу к условно-нейтральным. Как определить цветотип вот этот? В редакторе, например, вы можете это сделать в телефоне, в редакторе или, может быть, на компьютере, наложив фото вашего клиента на разные фоны. Ну, например, на теплый и на холодный. Теплый — это может быть какой-то красный, оранжевый, очень теплый какой-нибудь персиковый. Холодный — это все оттенки синего, как вы помните, от синего и до глубокого сиреневого на любой. Также вы можете это сделать, применив этот же принцип, накинув на плечи клиента ткань теплого оттенка или холодного, ближе к лицу, чтобы вы видели, как выглядит кожа на фоне этой ткани. И еще сфотографировав клиента на теплом или холодном фоне. Вот, может быть, вы можете такое себе позволить в студии, когда у вас прям реально будет фон, на котором вы делаете фото, очень теплый какой-нибудь красный и какой-нибудь голубой, допустим, ближе синий. И вы, ставя клиента на тот или иной фон, будете прям понимать, какой у него цветотип. Он холодный или теплый, потому что холодным цветотипом внешности идут холодные оттенки, а теплым теплые. Они подчеркивают достоинство кожи и делают лицо свежее, красивее,
Ну или наоборот выделяют недостатки. Прям вот все какие-то пятна, синяки, сосуды, все вылезет, станет видно, и вы точно поймете, что этот цвет не идет. А если у вас ничего нету под рукой совсем, то вы можете просто рассмотреть лицо без макияжа. Теплый клиент — это когда волосы имеют подтон желтый, золотистый или теплый, может быть, красный. Кожа имеет теплые оттенки, персиковый, золотистый. Как бы не то чтобы вся она, потому что, допустим, вот под глазами он обязательно будет более холодным, а как бы в общем вы смотрите там большие площади, вот где щеки, где лоб. Радужки глаз от теплого и до светлого тонов и тоже имеют теплые оттенки. Даже зеленый, он такой желто-зеленый. Карие, они прям теплые карие, без холода. У холодных представителей цветотипа волосы имеют холодный подтон. Там, может быть серый, такой холодный, какой-то каштановый и даже может быть черный с синевой. Кожа имеет розово-голубой, фарфоровый с голубизной оттенок, серо-зеленый, может быть, когда именно не желто-зеленый, а серо-зеленый тона. А глаза бывают от стальных серых и до голубых, холодных. И если это темные глаза, то это такие карие, тоже очень холодные, когда прям черные, какие-то они темные настолько смотрятся. Никакого такого чайного, янтарного, никакого цвета в карих таких глазах не присутствует. Это у контрастных типов. Если вам начинают лить воду о цветотипах, вот прям начинают учить, вот лето, зима, весна, учат, как их определять, как они совершенно точно выглядят, что им идет, вы все равно будете в них путаться, и все станет просто еще сложнее. Я не смогла найти четких метрических определений, как определить с вероятностью 100%, кто перед вами. У одного преподавателя, допустим, вот конкретно вы можете быть весной, у второго вы будете осенью, в разном освещении, с разной одеждой вы будете менять свой цветотип у всех. И я не вижу смысла заострять внимание прям на цветотипах, а их вообще много. То есть 4 основных, каждый из них поделен еще на 3, и это просто кошмарная путаница и каша в голове. Поэтому зачем начинать изучать то, что вам и так не поможет. Поэтому отбрасываем в общем цветотипы и говорим только о теплых и холодных клиентах. А их мы с вами сейчас обсудили. Итак, выбирая, каким цветом работать с клиентом, мы смотрим на его температуру, то есть как бы цветотип, и на его контрастность. Высокая она или мягкая, это очень просто, на этом я заострять не буду, прям тоже внимание. Просто контрастный клиент — это когда между кожей и волосами прям большая контрастность, то есть очень белая кожа, очень темные волосы. И мягкая контрастность — это когда все такое на нюансах, на полутонах основано. Просто чаще всего все равно вам будет клиент диктовать и свои пожелания, и вы, выбирая пигмент, будете пытаться приблизиться к волоскам на бровях и на волосах. Поэтому о контрастности тоже мы говорим вскользь. Она важна обычно для выбора одежды, чаще всего, не в нашем случае. Как только мы начинаем работать на коже, вот это важно, у нас добавляется не только ее цвет, но и толщина. И вы обязаны это учитывать при выборе цвета пигмента. По-простому, чем толще кожа клиента или чем глубже вы внесли пигмент, тем будет холоднее выглядеть вообще любой цвет. Кожа является неоднородным фильтром, через который свет попадает на пигмент, и чем толще и темнее этот фильтр, тем холоднее будет выглядеть цвет под ним. Смотрите, вот эта цветная бумага, она примерно имитирует оттенки кож. Они очень разные бывают, и я вам покажу, как по-разному выглядит один и тот же цвет, простой коричневый, на каждом вот этом вот цвете. То есть вот он коричневый на белом, тот же самый коричневый на каждом из цветов выглядит немножко по-разному. То есть здесь я нарисовала прозрачно, и сквозь мой прозрачный цвет просвечивается бумага, видно, что она искажает. А в нашем случае, получается, сверху пигмента будет лежать слой кожи, который исказит. То есть цвет кожи очень важен в подборе пигмента. И, кстати говоря, посмотрите, на каждой из бумаг он прозрачный и выглядит по-разному. И если я тот же самый цвет положу ярко, плотно, то есть это контрастность
плотность укладки пигмента, она важна очень сильно. То же самое. Каждый из этих цветов, если его положить ярко, он выглядит совершенно по-другому. И это должно вам понимание плотности укладки в разных ситуациях, на разных цветах кож помочь, особенно если вы работаете на кожах, допустим, афроамериканских, очень смуглых, или арабских, или каких-то очень смуглых азиатских кожах. То есть, если пигмент положен прозрачно, он выглядит совершенно по-другому. Если пигмент уложен плотно, контрастно по отношению к коже, то есть прям вот четко видна граница, он яркий, его видно, и он выглядит совершенно тоже по-другому. И на темных кожах вам нужно брать очень теплый пигмент и очень ярко его укладывать, чтобы его было видно. И вам должно быть видно, что яркий пигмент один и тот же на каждом типе, на каждом вот этом цвете он выглядит почти одинаково, а прозрачно уложенный на каждом цвете кожи он меняет оттенок, как бы подстраивается. То есть вот здесь он желтый, вот здесь он с зеленцой, вот здесь он прям красный на грани фола, то есть такой цвет никому не нужен. На белой бумаге он нейтральный коричневый. Поэтому, если вы хотите минимум искажения цвета, и это, кстати, очень частый вопрос, почему вот я положила красиво прозрачно, а он стал красным. А если это пигмент просто с красной основой, я сейчас вам покажу некоторые цвета на ватных дисках. Если это пигмент с красной основой, с яркой, теплой красной основой, и вы положили его прозрачно, то он может просто смотреться красным на коже, потому что он полупрозрачный. Его надо укладывать плотно. У меня вот есть такая штука, я ее сделала специально для этого видеоурока. Это агар-агар обычный, который очень цветом похож на кожу, кстати. При такой концентрации, чтобы он стал в виде геля. Я на нем снимаю уроки всякие. И я для чего его сделала? Я сейчас положу просто сверху вот этих цветов кожи и пигмента, который у меня лежит, и вы поймете, что чем глубже лежит пигмент, условно, потому что здесь есть толщина, она довольно большая, кстати, тем он выглядит холоднее. Это обусловлено эффектом Тиндаля. Вы можете загуглить подробнее, узнать об этом самостоятельно. А вкратце, по-простому, это говорит о том, что вот фильтр, кожа наша, это фильтр, через который лучи света, проходя, искажают, как бы они отражаются от частиц всяких неровностей вот в этой вот нашей структуре, вот в этом фильтре. И часть из них отсекается, и чем глубже, чем больше вот этот фильтр, тем холоднее, синее, серее выглядит пигмент, какого бы он ни был цвета, даже розовый на губах на самом деле. Что уже говорить про яркие какие-то контрастные коричневые цвета. То есть вот в этом коричневом на самом деле много синего. Насколько сильно он меняется, этот цвет. Там, где высокая концентрация его, он прям синим смотрится. Хотя вы только что видели, он коричневым был. Это очень удивительно, но каждый мастер должен знать, что от толщины кожи, от глубины погружения пигмента выглядит окончательный результат. Цвет меняется. Он там коричневый, красивый коричневый глубоко внутри в коже, но видим мы его искаженным. И более того, под разными углами, когда падает свет, он немножко меняет оттенок. В жизни он может выглядеть почти коричневым, в холодном свете комнаты, допустим, у него какой-то фиолетоватый оттенок может появиться, на солнце он будет прям теплым коричневым выглядеть. Я могу даже сейчас показать еще более вот этот пример, он будет еще более ярким, если я возьму прям очень темно-коричневый цвет. Очень темно-коричневый, такими цветами иногда мастера работают. Он смотрите, на смуглой, на самой темной бумаге он смотрится прям, я вижу, серо-синий оттенок. На желтой бумаге он смотрится тоже каким-то грязным, я не могу сказать, что это коричневый, это не коричневый. Он везде, он может быть только вот на белой бумаге будет смотреться таким с натяжкой коричневым. Просто он более прозрачный, чем кожа, на самом деле. Вот это вот то, что у меня получилось, пласт вот этот, имитирующий кожу. Но пример очень классный. Как определить толщину кожи? Ну, это ее защип. Что такое защип? Это вот защип. Вы это делаете прямо вот на лбу, возле бровей. Можно это делать в двух местах, вот возле головки бровей и ближе к виску, потому что кожа очень разная по толщине в этих местах. Толстая кожа, защип может быть от полусантиметра и толще. У толстой кожи всегда расширенные поры, повышенная жирность. Толстую кожу
очень легко распознать. Почти нету морщин, даже если это уже возрастной клиент. Ну и плюс вот этот блеск, эти все поры, это все прям очень хорошо видно. Тонкая кожа, она тоже хорошо видна. Защип в несколько миллиметров буквально. То есть вот прям у меня кожа, она нормальная, обычная. Она не тонкая и не толстая. И у меня тоже защип в несколько миллиметров. Но сухая кожа, она бывает прям меньше 5 миллиметров защип. То есть прям очень тоненький такой собирается складка. Сухость, плотность, то есть она не рыхлая, она плотная, поры не расширены, их вообще даже может не быть, некоторые кожи просто как бумага смотрится. Если клиент возрастной, то это мелкоморщинистый тип старения, когда много-много таких маленьких морщинок. Часто бывает у сухой кожи ослабленный тургор, очень сложная кожа, на ней прям надо работать очень осторожно. Ну и нормальная кожа, нормальная комбинированная кожа, их большинство. Поры могут быть слегка расширены, либо не расширены. Защип такой вот средний, как у меня примерно там, от 4 где-то миллиметров и до 6, где-то 7 миллиметров, ну, достаточно вот в районе особенно бровей, головки бровей. И это, да, это самый распространенный тип кожи, на ней вы работать должны на такой средней глубине, со средним усилием. Все пигменты для бровей можно поделить на русые оттенки и каштановые, условно. У русых основа желтая, то есть желтый цвет, его большинство, он преобладает. Русые оттенки все, они светлее. У каштановых основа красная, они ярче. Перед вами таблица, в которой указаны основные характеристики кож, на которые ориентируюсь я в работе, и основные цветотипы, скажем так, холодный, теплый, и их контрастность, потому что это важно при выборе пигмента. На что еще вам следует обращать внимание? Чем темнее кожа, тем ярче и теплее должен быть пигмент и плотнее его укладка в кожу. Между кожей и татуажем, вам должно быть это понятно, должен быть контраст, чтобы вашу работу было видно. Чем толще кожа, тем более теплые пигменты вы должны брать из подходящих этому типу вашего и контрастности вашего клиента. Часто пигменты дают не те оттенки, которые мы ждем. Они становятся в коже сизыми, может быть оранжевыми. Как протестировать пигменты и избежать ошибки? Капля пигмента на мокром ватном диске даст дымку. Вы также можете размешать в стакане с водой, допустим, пару капель пигмента и посмотреть на общий тон воды в стакане. Если вы увидите фиолетовый, малиновый, холодный такой малиновый, сиреневый, зеленый, вам стоит работать с такими пигментами с осторожностью. Возможно, даже сразу с корректорами. Прежде чем начать работать с любыми пигментами, изучите о них отзывы. Узнайте, как они себя ведут спустя год и более. Какова светостойкость теплых оттенков, по-простому говоря, уходят ли они через красный спустя год, спустя полгода, год. Вообще о светостойкости. Светостойкость пигмента – это скорость его разрушения от ультрафиолетовых лучей. Вы все наверняка замечали брови у подруг, у клиентов, которые к вам приходят, красного или наоборот холодного оттенка, какого-нибудь серого или синего даже возможно. Чаще всего это происходит из-за низкой светостойкости холодных, или наоборот теплых цветов. Понять, какова светостойкость ваших пигментов, которыми вы собираетесь работать, вы можете только спустя время, отследив это на своих клиентах. Лучше всего вы должны почитать о пигментах, которыми собираетесь работать, отзывы. Конечно, не стоит надеяться, что размешав пигменты в воде, вы поймете, как ими работать. Только тщательно изучив рекомендации производителя и используя их с осторожностью, отследив, как в чистом виде заживает каждый, вы начнете понимать пигменты, которыми будете работать. Вы должны делать фото клиента в нейтральном свете, либо в холодном, на таком расстоянии довольно большом, чтобы не было прям холодности в лице, когда вы фотографируете. Определять его тип, холодный он или теплый, и записывать, каким оттенком вы вообще с клиентом работали. Описывайте, как протекала процедура, то есть заглубились, пишите об этом.
сработали, скорее всего, поверхностно, тоже пишите об этом, потому что это все влияет на то, как будет выглядеть заживший пигмент там, через месяц, через полгода, через год, а если вы заглубились, через 5 лет. Просто вы должны понять и отследить, как будут вести себя пигменты, которыми вы собираетесь работать. Смотрите на коррекции, как повел себя цвет, смотрите на обновление, собирайте данные, анализируйте их, и никто не даст вам никаких просто вот таких абсолютно правил простых, что вот этот пигмент будет вести себя вот именно так, а не иначе. Потому что на поведение пигментов кожи влияет очень много факторов, на которые влияете вы. Я сейчас мочу ватные диски, я готовлю их просто, чтобы показать. Чтобы вы могли понимать ватные диски, вы, конечно, можете по ним попробовать определить основу пигмента. Вы увидите, какая из них очень теплая или холодная. Сейчас я вам покажу. Допустим, вот это наш темный каштан. Сейчас дымка разойдется, и вам станет больше понятно. Я пока другими займусь. Зная, какая основа светостойкая, теплая или холодная, вы должны это знать, вы должны изучить, прежде чем начнете работать с пигментами, как они себя ведут спустя год-полтора, потому что информации в интернете очень много. И вот, допустим, если знать, что светостойкость слабая у красных оттенков, и вы можете выбирать более теплые, то есть сознательно выбирать более теплые пигменты для своих клиентов. Теплый — это значит вот красная, допустим, основа. Он может испугать кого-нибудь в работе, но если я знаю, что он разрушится довольно быстро, я могу им работать. А если, допустим, он наоборот стойкий в этом пигменте, то я категорически не могу им работать, потому что он станет рыжим, оранжевым и красным там буквально через полгода. Поэтому изучите обязательно свойства пигментов, в интернете узнаете либо у производителей. Вот здесь, допустим, желтая основа, ее хорошо видно. Вот здесь тоже желто-оранжевая основа, очень теплый пигмент вот этот вот. Вот здесь, смотрите, какая-то серо-зеленая основа, то есть это холодный пигмент, он опасный. Таким пигментом вы должны работать либо на теплой коже, либо очень поверхностно, либо действительно с корректором. Узнать, вот, это один из цветов аквы, он холодный. Аква часто рекомендует работать с корректорами, у них много их. Это не про наши пигменты. Вот здесь тоже очень теплая основа. Смотрите, она такая дымка желто-оранжевая. И в нем присутствует вот зеленца. Там, где зеленца, это значит всегда есть в этом миксе желтый цвет. Основа желтая. И достаточно безопасная на самом деле. Все вот такие вот с красной основой пигменты, это значит пигмент яркий. Это значит, он для каштановых клиентов, скорее всего, укладывать его нужно плотно, чтобы у вас не вылез вот этот вот оранжевый цвет или красный цвет после заживления. Поэтому, конечно, это очень интересно. И примерно понять вы можете, какие перед вами пигменты. Но прям четко говорить, что он заживет точно таким же, как на ватном диске, конечно, вы не можете. Если кто-то вам говорит, что вот после того, как вы размочите в стакане либо на ватном диске, он откроет перед вами истину, и вы будете точно знать, какой пигмент подойдет к какой коже, нет, это неверно. Потому что как выглядит цвет, будет зависеть от многих факторов, в том числе, как вы видели в предыдущем опыте, от глубины укладки, плотности укладки, техники, которую вы выбрали работать, и от светостойкости пигментов, то есть от того, как они будут выглядеть спустя время. В рамках нашего дистанционного курсов, который можно пройти дома, никуда не ехать ни на какие конференции, не ехать к этим мастерам, которые, проехав 10 конференций, теперь собирают людей и учат их там каким-то тайнам колористики. На самом деле все и довольно просто. То есть просто надо понять, ехать никуда нельзя, понять и применить сразу. Порисовать, помешать, посмотреть. Все это можно сделать дома. Поэтому я вам рекомендую в рамках нашего дистанционного курса получить все уроки и обучиться по ним дома. Если вы вдруг мастер, который уже опытный, вам будет это все очень интересно и полезно. Раз вы смотрите это видео, у вас вопросы есть, на которые нет ответов. А если вы вдруг вообще сомневаетесь, оно вам надо или нет, у нас есть тест, который поможет вам понять, вы видите симметрию или не видите, вы видите ли цвета, холодный, теплый и так далее. Такой прикольный, интересный. Я его разработала для тех, кто
еще не понял вообще даже, нужен ли ему этот курс дистанционный, даже не говоря уже о том, чтобы куда-то ехать. В описании к этому видео будет ссылка на него обязательно, вы можете пройти тест, и если вы поймете, что это прикольно, интересно, у вас даже получается, тогда вы можете купить наш курс «Дистанционный мастер» и стать мастером, обучиться прямо дома, не выезжая из своего города, не отрываясь от своих детей, мужа, работы, не теряя текущий заработок, без поездок в другой город и там вот этих всех стрессов. Я уверена, у вас все получится. Всем спасибо за просмотр, всем пока!